Долой кирпичные столбики и унылый профнастил. Моя дорогая жена захотела новый забор, да еще не как у всех. Классические варианты ей не приглянулись, и мне пришлось изрядно попотеть, чтобы удовлетворить ее изощренные фантазии. Естественно, к этому процессу я подключил и ее. И на весь этот проект мы затратили 1200 метров погонных шилевочной доски, 150 метров профильной трубы, закрутили 2000 саморезов и выделили в атмосферу 6000 мегаджоулей тепловой энергии. А началась эта история со старого унылого шиферного забора с фасадной стороны нашего двора. Он не только не радовал глаз, но также доставлял неудобства ввиду своей низкорослости. Посторонние взгляды прохожих, от которых этот забор никак не защищал, сводили на нет всякие преимущества жизни в частном доме, так как почти получастка легко просматривались любознательными зеваками, а нам хотелось превратить эту зону в уютное спокойное пространство, которое только подчеркнет преимущества загородной жизни в небольшом поселке. Работу мы начали со сноса старого дерева, у которого большая часть ствола у основания уже сгнила. Находясь с одной стороны в непосредственной близости возле нашего дома, а с другой возле достаточно оживленной дороги, оно несло в себе потенциальную опасность. Завалившись от порыва ветра, оно могло нам снести пол дома или создать аварийную ситуацию на дороге. Эти же стесненные обстоятельства не позволили нам завалить дерево одним спилом. И нам пришлось разбирать его по частям. Спилив большие ветви, мы сразу же убирали их с проезжей части и кромсали на дрова. Процедура эта достаточно проста, но только если вы не боитесь высоты и в отношениях с бензопилой на «ты». А в ином случае лучше не рисковать и доверить эту работу профессионалам. Очистив дерево почти до голого ствола, мы выбрали безопасную траекторию и, придав небольшого усилия, уложили его в точно назначенное место. В этот период мы завалили много старых деревьев на нашем участке, поэтому у нас образовалось много дров, для которых мы даже соорудили небольшой дровничок на 15 кубометров. Зашивка нашего забора будет выполнена из обычной сосновой доски в необычной обработке. Доску мы заготовили заранее, так как запланировали высушить ее естественной сушкой. Эта строительная доска свежепиленная и обошлась нам около $120 за кубометр. Ну а в сумме мы купили 3 кубометра доски, которые обошлись нам в $360. В итоге это составило 200 досок по 4,5 метра в двух форматах. Половина досок имеет сечение 150 на 25 мм, а другая половина 120 на 25 мм. Оба этих формата будут использованы в конструкции зашивки забора, о котором речь пойдет чуть далее. Друзья, естественно, в конце этого проекта мы посчитаем общую себестоимость забора, учитывая калитку и автоматически сдвижные ворота, чтобы у вас появилось ясное представление себестоимости одного погонного метра подобной конструкции. Доску мы переложили в штабе, создавая зазор между рядами поперечными рейками. Таким образом, доска хорошо проветривается и высыхает при такой небольшой толщине достаточно быстро. В нашем варианте было достаточно 3-4 месяцев такой естественной сушки. С торцов доска теряет влагу значительно быстрее, что приводит к излишним напряжениям и растрескиванию доски у краев. В противодействие этому мы закрасили торцы досок остатками старой краски.
Несущий каркас забора будет состоять из стальной профильной трубы прямоугольного сечения. На стойке мы закупили трубу с сечением 60 на 40 мм, ну а в качестве продольной поперечины выступит труба с сечением 40 на 20 мм. Для удобства мы решили покрасить трубу еще до ее монтажа. Так пакетно красить трубу значительно удобнее, нежели бегать возле готового каркаса. Вместе со всей профильной трубой мы также купили трубы и направляющие для автоматических сдвижных ворот. Подробный рассказ их изготовления мы сделаем отдельно и выпустим чуть позже. Для покраски стальных труб нам понадобится грунт, краска, лоток и несколько валиков с держателем. Такие валики принято считать одноразовыми, так как вымыть его растворителем после масляной краски все равно не получится, а замочив его в воде, он все равно через некоторое время полимеризуется. Но все же сохранить его для повторного использования можно, опустив его в ту же банку грунтовки или краски. Так использованный валик можно будет сохранить на продолжительный промежуток времени, а использовать его можно будет энное количество раз. На первый слой у нас пошла грунтовка серого цвета. Разница в цвете между грунтом и краской всегда желательна для визуального контроля пропусков. Как вы уже заметили, покраска пакетно сложенных труб аналогична покраске любой удобной плоскости в горизонтальном положении. И в итоге этот процесс идет как минимум в 4 раза быстрее, чем покраска труб на каркасе. У этого способа есть и небольшой минус. Краска в последующем будет немного мешать сварочному процессу, а все последующие сварочные соединения все же придется подкрашивать уже на месте. Но в целом простота и скорость этого способа делает его лучшим. По окончании грунтования мы покрыли трубы еще 2 слоями черной краски и сохранили валики для повторного использования. Кстати, если после закрытия банки с краской крышкой ее немного смочить той же краской, перевернув банку, то это избавит от случайного высыхания краски при длительном хранении. Параллельно с покрасочными работами супруга приступила к копанию ямок под несущие столбики. При этом она умудрилась сломать одну из лучших моих лопат. Эту лопату еще в начале строительства дома подарил мне тесть. Из всех моих лопат она дольше всех держала заточку. И хотя раньше она уже подвергалась ремонтным сварочным работам, в этот раз я решил отправить ее на покой. Ну а черенок нам еще послужит, ведь он пережил многие годы использования. При этом он имеет более приятную текстуру, шлифованную руками не одного поколения. Подправив острие черенка, осталось лишь подобрать ему достойную пару, в качестве которой выступила лопата-американка из рельсовой стали. Такие лопаты реально изготавливают из отработанных железнодорожных рельсов, и многие нахваливают их остроту, а самое главное эластичность лезвия. Ну а универсальный формат американки, который совмещает в себе штыковую и совковую лопату, я уже давно оценил, так как она за счет своей выпуклой формы значительно прочнее от любого другого типа лопаты. Точить подобный инструмент удобнее всего наждачным кругом на липучке на невысоких оборотах, для которых подойдет болгарка с регулятором оборотов. Лопату я заточил до острой кромки с примерным углом острия в 20 градусов. Она без проблем режет древесину, значит с мелкими корнями справится спокойно.
Не так давно мой кум подарил своей дорогой жене 101 розу. Мой же подарок по себестоимости намного скромнее, но неоценимо полезней. Так, очередной раз вскапывая огород, моя супруга будет вспоминать меня с радостью. В нашей местности так повелось, что каждое очередное поколение, строя новый забор, пытается отхватить хотя бы полметровую полоску от общественной дороги, начиная возведение забора уже за пределами своего участка. На некоторых узких улицах это даже приводит к невозможности разминуться двум автомобилям. Мы же решили нарушить эту традицию и подарить общественной дороге полоску в 20 сантиметров. В масштабах всей площади участка эта минимальная потеря каких-то 6 квадратных метров не имеет особого значения. Но зато это позволило оставить в целостности весь старый забор на все время возведения нового забора. Ну а так как строительство нового забора растянулось на довольно длительный период, то все это время участок продолжал оставаться закрытым. За это время наши ямки выступили в роли ловушек, поймав несколько таких зверюшек. Настал момент порезки труб для каркаса забора, подготовки деталей для калитки и нарезки элементов для сдвижных ворот. Многие вещи я продолжаю делать на коленке, наверное обманывая себя, что так процесс идет быстрее. Вспоминая недавнюю работу по покраске труб у земли, я решил наконец-то бросить эту половую работу и подняться на более высокий уровень, хотя бы сантиметров на 80, для чего и решил изготовить строительные козлики. К этим козликам я выдвинул множество требований, поэтому решил наградить их оригинальной функциональностью. Вряд ли перемещение тяжелых козлов придаст удовольствие от работы, поэтому, во-первых, они должны быть легкими, чтобы с их переноской без проблем справлялась супруга. Во-вторых, они должны быть прочными, чтобы выдерживать не только вес парочки стальных труб, но также устойчиво держать вес человека и более значительные нагрузки. В-третьих, они должны быть надежны и долговечны. Ну а в-четвертых, занимать минимум полезного пространства при хранении. Основным материалом для этих козликов станут сосновые рейки, которые у меня скопились в излишестве. Хотя они и тонкие, что в итоге придаст козликам легкий вес, но при этом их прочности должно быть достаточно, учитывая, что в этой конструкции они будут работать только на сжатие. Все 4 стойки, а также пара поперечин мы изготовили из рейки с сечением 25 на 35 мм. Остальные поперечины и диагонали изготовлены из квадратной рейки с сечением 25 мм. Верхняя перекладина должна быть прочной на изгиб, поэтому ее сечение составило 80 на 25 мм. Все соединения у козликов будут простые в стык, с фиксацией саморезом по дереву и проклейкой столярным клеем. Сборка начинается с двух А-образных торцов. Поперечную вставку я зафиксировал на высоте около 5 см от земли, так она будет миновать всякие неровности на опорной поверхности. Между двух стоек в клин вклеили опорную перекладину. Площадь приклейки косого спила на стойках, а также по 6 саморезов с каждой стороны перекладины должны надежно ее зафиксировать. Монтаж этих двух перекладин создал обвязку внизу козлика, противодействуя любому смещению стоек. Финальным штрихом сборки стал монтаж двух диагоналей, размещенных навкрест. На этом сборка закончилась, и мы решили произвести первое испытание на прочность, которое козлик выдержал без какой-либо деформации или смещения, и это даже с незастывшим клеем в соединениях. В
сумме в этот вечер мы успели сделать 4 таких козлика. Это тот минимальный набор, который нам был необходим. Чтобы продлить срок эксплуатации этих козликов и придать им опрятного вида, мы решили покрыть их водоэмульсионной силиконовой фасадной краской, которая у нас осталась после покраски детских комнат. Козлики получились размерами по сторонам 50 на 80 сантиметров и с высотою в те же 80 сантиметров. Вес козлика получился около 5 килограмм, и с его переноской справляется даже ребенок. 4 козлика сами по себе занимают достаточно много места, но мы предусмотрели их сборку один в один. И теперь все вместе фактически они занимают минимальную площадь 50 на 80 сантиметров. Таким образом я могу доделать еще 4 или даже 10 козликов, и все равно при хранении в мастерской они будут занимать все ту же минимальную площадь. Многие, глядя на такую простую конструкцию из тонких рейк, вряд ли поверят, что она прочная и устойчивая. Но мы уже успели испытать их достаточно серьезной нагрузкой, которую козлики с легкостью выдержали. Друзья, продолжение этой истории вы увидите уже в следующих видео, в которых мы покажем создание оригинальной скрытой калитки, подробное пошаговое изготовление автоматических откатных ворот, а также сделаем финальный обзор забора и подсчитаем его итоговую стоимость. Спасибо за то, что вы с нами и за вашу поддержку. Увидимся в следующих видео.